Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине, а мир через посредников и Верховную Раду его уже не устраивает. Чего же добивается диктатор? Политическая близость между ПУ и Си на саммите ШОС. Все интересные моменты и тайные договоренности разберем сегодня вместе с Сергеем Жирновым, а также поговорим о том, почему Орбан после Киева теперь едет в Москву. Сергей Олегович, здравствуйте, рада приветствовать. Здравствуйте, Анастасия. Привет всем нашим зрителям. Стамбульские договоренности остаются на столе и могут лечь в основу переговорного процесса, заявил Путин. А также он сказал, что прекращение огня без достижения договоренностей по Украине невозможно. Давайте послушаем. Просто сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем. Это первое. Второе. Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта. Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы для Российской Федерации. Премьер Венгрии Орбан, когда был в Киеве, он просил о прекращении огня. Я же не думаю, что он сам мог это предложить. Почему тогда Путин отказывается? Нет, как раз Орбан, когда приезжал в Киев, он предлагал сам. То есть нельзя говорить, что Орбан — это такая собачонка, которая, значит, гавкает, потому что ему говорит, что это делает Путин. Это все-таки карикатура. Орбан в этом смысле является достаточно самостоятельной фигурой, чтобы иметь свое собственное мнение. Но вот это собственное мнение его совпадало с мнением Путина. Это не означает, что Путин ему прям приказывает. Просто это мнение Орбана, он считает, что оно вот правильное. Вот, а у него ни одного такого мнения есть. Есть еще другие политики, которые говорят о том, что надо выходить на какие-то переговоры. Там Папа Римский, там, я не знаю, там Трамп тот же самый говорит о своем каком-то мирном плане. Си Цзиньпинь говорит о своем мирном плане. Мало ли кто говорит о каких-то мирных планах. Вот. Путин все, что говорит, это мы убедились неоднократно. Он всегда переворачивает ровно зеркально. Да. То есть все, что на самом деле делает Российская Федерация, и все претензии, которые можно предъявить к Российской Федерации, он их всегда зеркально предъявляет либо Украине, либо западному лагерю. Вот. И в этом смысле здесь ничего нового нету. В этом смысле этот ответ как бы вот тому же самому Орбану. Да, потому что вот Орбан, когда приехал к Зеленскому, он сказал, что надо там прекратить обстрелы, и тогда будет проще и быстрее заключить мир. Вот. А Зеленский ему сказал то же самое, что сказал Путин. А вот, ну а как вы себе представляете? Вот мы прекратим, значит, если нет гарантии, что противная сторона тоже прекращает, это что значит? Она, значит, тогда использует это время для того, чтобы довооружиться, для того, чтобы доукомплектовать свои разрушенные там части и так далее. То есть Путин, все, что он сказал, это абсолютно относится к нему напрямую. Вот это вот как раз то, что Зеленский сказал Орбану в ответ на предложение про это, значит, прекращение. То есть, в принципе, это разговор ни о чем. И больше того, Зеленский еще добавил одну вещь от себя. Он сказал, что а как можно верить Путину? Вот где у нас то Путин — это человек, с которым вообще можно договориться. Да, потому что он же уже сказал, допустим, во Вьетнаме, что Российская Федерация никогда не выведет свои войска с территории Украины. Вот. И о каком, значит, мирном плане с Путиным, который это сказал, вы можете говорить. Потому что какому Путину вы верите, вот, который говорил, что мы на нас не нападали, да, и что значит, мы ни на кого не нападали, это на нас напали. Вот с этим Путиным вы собираетесь верить и вести переговоры? Путиным, который нарушил подпись Российской Федерации под Будапештским меморандумом, это вот с этим Путиным вы собираетесь заключать какие-то переговоры? А где гарантии, что он не нарушит эти соглашения точно так же, как он нарушил Будапештский меморандум?
Вот, то есть вот о чем идет речь. И, то есть этот разговор был ни о чем. То есть сказать-то можно красиво, да, вот мы там за мир, за дружбу, мы за то, чтобы перестали убивать людей. Это может сказать кто угодно. А практически-то это во что выливается. И вот вы правильно в подводке сказали, что Путин после Зеленского поедет к Путину. Так ему надо было сначала к Путину поехать, а потом к Зеленскому. Потому что сначала надо с агрессором говорить, а потом уже с жертвой агрессии. А он сначала к жертве агрессии приехал и говорил: ребята, ну ладно, поднимите лапки, сдайтесь, и наступит немедленно мир. А когда ему Зеленский сказал: ты о чем вообще? Ты как себе можешь представить? Но Орбан тогда сказал: ну теперь вот я должен к Путину съездить и ему что-то там предложить. То есть, в общем, ну понятно, что это разговор ни о чем. А все же, если говорить об этой поездке Орбана в Москву, то как вы думаете, какие предложения он может передавать, почему он вот именно сейчас к Путину собрался, и почему не анонсировалось во время визита в Киев то, что Орбан поедет к Путину? Орбан занимается своим собственным пиаром. И Орбан идет по стопам Трампа. Потому что для Орбана главным лидером западным является Трамп, который еще не избран. И Орбан слышал, что Трамп говорил, что я, еще не будучи избранным, я прекращу эту войну за 24 часа. Вот Орбан пытается сделать то, что Трамп еще даже не собирается делать. Вот и все. И Орбан сказал, что я должен поговорить с Зеленским, а потом я должен поговорить с Путиным. И вот Орбан делает абсолютно то, что сказал Трамп. Просто разница очень маленькая в том, что Трамп, если он будет избран, то он будет избран во главе государства с внутренним валовым продуктом в 27 триллионов долларов, а Венгрия — это вообще мизерное государство, которое на карте даже в экономическом плане увидеть невозможно. И поэтому к тому, что говорит Орбан, отношение совершенно не такое, как к тому, что говорит Трамп. Вот и все. Вот. Попиариться-то Орбану никто не запрещает. Кто ему запрещает съездить в Киев и в Москву? Никто не запрещает. Ведь Венгрия сейчас вступила в председательство в Совете ЕС на 6 месяцев. Ему надо показывать, что он чего-то там предпринимает, какие-то шаги. Вот он предпринимает шаги. Потом скажет: ну вот я ездил к одному, ездил к другому, они ко мне не прислушались. Извините, вот я все, что от меня зависело, я сделал. Теперь, значит, делайте сами. Вот и все. Вот и вся политика Орбана. Кстати, Путин считает бессмысленным обращаться к Верховной Раде, чтобы вести переговоры, и в то же время его не устраивают и посредники, хотя ранее мы помним, как Путин очень активно намекал на то, что он готов вести переговоры со спикером Рады Стефанчуком, и он даже там изучал Конституцию Украины. А что поменялось сейчас? Поменялось очень просто. Когда он эти измышления озвучивал, его просто все послали. И поскольку его просто все послали, ну вот туда, куда, понимаете, да, я не буду это озвучивать, иначе потом наш ролик YouTube забанит. Вот, и все, ему теперь надо делать хорошую мину при плохой игре. Он сказал: ну поскольку меня, ну он не может сказать, поскольку меня послали, я теперь, так сказать, с ними разговаривать бессмысленно, потому что меня все послали. Но это так. То есть просто он пытался вбить клин в украинское общество, и он пытался столкнуть лбами Верховную Раду украинскую и офис президента, и президента. Ему это не удалось. Поскольку ему не удалось, он теперь пытается эту тематику расширить немножко и пытается теперь вбить клин между украинским народом и Верховной Радой и офисом президента. И сказать, что вот там типа у вас не с кем разговаривать. Давайте я там с вами, с народом буду разговаривать напрямую. На что народ ему тоже говорит. Ему уже однажды говорили, там вот люди, которые сидели на острове Змеином, они, так сказать, универсальную формулу обращения с российским захватчиком они вывели. Значит, русский военный корабль, иди куда там. Вот, вы даже марку по этому поводу выпустили. И марка была очень популярна и остается очень популярной. Вот ему Зеленский сказал Орбану, вот куда надо идти за русским кораблем. Значит, в Верховной Раде Путину сказали, что надо ему идти за русским кораблем. Вот и все. И теперь ему приходится изменять свою риторику. И теперь он может обратиться там к украинцам, которые, ну, там, устали от войны
и сказать им, намекнуть на то, что, ребята, давите на свое правительство, давите на свою Верховную Раду, потому что, видите, вот они не хотят со мной разговаривать. Саммит ШОС был в Казахстане, и тут особенную политическую близость между Си Цзиньпином и Путиным нам показал путинский любимый мальчик Паша Зарубин. Я предлагаю посмотреть. Удивительно, но близость двух стран проявляется даже в этом. Китайские хунцы Си Цзиньпина и российский аурус Владимира Путина припаркованы вместе. Посмотрите, насколько близко друг к другу. Вот так вот, припаркованные автомобили – это уже все, дружба на века. Нет, вы знаете, это я испугался, когда вы мне сказали, что Паша Зарубин показал, что у них там у Си и у Путина была близость. Вот, Это он так подписал видео. Ну, это очень смешная штука, да, потому что я ждал кровати, вот у них будут вместе стоять прямо в одном номере, что или там они в одной кровати будут спать, а у них, значит, таурусы и китайские членовозы стояли вместе, поэтому у них близость Паша увидел. Вот, это очень смешная штука, он дурак, конечно, в общем, это понятно совершенно, вот, потому что такие вещи, ну это глупость просто по-человечески, да? Вот посмотрите, как они близки, у них, значит, машины поставили даже вместе, потому что, строго говоря, если бы там Путин и Си Цзиньпин за рулем приехали бы куда-то там и машины, да, а это, значит, казахстанцы им сказали, вот машина китайская будет стоять здесь, российская будет стоять здесь, а Паша увидел, что они стоят вместе и говорит, вот, видите, близость это. Ну, в общем, это смешно, конечно, это все ни о чем. Кстати, этот саммит, это тоже такая тусовка, просто такая приятная тусовка. Значит, опубликовали меню, там у них такое, видите, красивое меню, чтобы у всех там, значит, слюнки потекли. Вот. На самом деле, кроме этой тусовки, там ничего нету. Это как раз объединение. Почему в него так радостно все вступают, это с таким желанием туда ездят, потому что это ни о чем. Это, грубо говоря, просто, ну, потусовались, значит, поговорили, послушали какие-то слова, значит, пофотографировались вместе, вот и все. Это вот как большая двадцатка, примерно такая же штука. Вот двадцатка, БРИКС, вот эти вот ШОС, это примерно одно и то же. Но Путин, наверное, не знает, что Си Цзиньпин сейчас строит железную дорогу в Европу в обход России в пределах китайского проекта «Один пояс, один путь». И он как раз договорился, Китай, с Кыргызстаном, Узбекистаном, и это хороший такой, ну, извините за слово, подсрачник, наверное, Путину, потому что теперь все товары будут обходить Россию, и средства за транзит товаров, они будут также и обходить казну Российской Федерации. Ну, Путин это прекрасно знает, Путин это отлично знает, и поэтому ему, конечно, это очень неприятно. Вот, но сделать он ничего не может против этого дела, потому что Китай, безусловно, экономически в 10 раз больше Российской Федерации. Он уже давным-давно заключил эти соглашения. И есть даже одна страна Центральной Азии, Туркменистан, которая даже не хочет играть в эти игрушки с ШОСом всяким. Она просто в него даже с самого начала не стала входить, потому что они считают, что это не та организация, в которую надо было входить. Вот. Это такая пустая скорлупа, которую каждый наполняет тем, что хочет. Китайцы наполняют своим содержанием. И, кстати, в последнее время, я вам напомню, что это все-таки называется Шанхайская организация. И у нее штаб-квартира в Китае находится. Там, конечно, есть российские чиновники и чиновники от каждой из стран, которые входят в эту организацию. Но основная все-таки бюрократия находится в Китае, и поэтому у ШОСа инициатива китайская в основном. Теперь, тем более в этом году, значит, на год Китай будет председательствовать в этой организации. Вот. И Путин даже, когда встречался с Токаевым, вот он, значит, у них там был такой разговор, вот типа, ну вот вы, значит, Хасым Жомарт, председательствуете в ШОСе, затем в ОДКБ, вот, а я зато в БРИКСе и зато в СНГ, да, и вот мы с вами такие крутые мужики, такие все председатели, вот, но это разговор вот, тоже, в общем, детский абсолютно разговор, потому что и те, и другая, и третья, и четвертая организации – это организации ни о чем. Вот НАТО – это организация о чем? Даже ООН – это организация о чем? Потому что это все-таки всемирная организация, которую признают все. Вот. А это, ну, просто, ну, клуб по интересам. То есть, ну, грубо говоря, когда вам предлагают, слушай,
Есть вот тут клуб открылся какой-то, вот, ну, практически членство ничего не стоит в нем, там 3 копейки. Здание хорошее, народ какой-то там более-менее приличный, там кормят хорошо. Вот, давай там вступай. Ну, они говорят, ну, сколько стоит? Ну, там 3 рубля. Ну, давай, ладно, вступлю, никаких проблем нет. Вот это вот об этом, да. Потому что если вы посмотрите объем, значит, торговли, Китай – это почти 18 триллионов ВВП. Значит, ну, Россия 2 триллиона, то есть сколько? В 9 раз меньше, чем Китай. Индия – это там 6-7 триллионов долларов ВВП. То есть, на самом деле, Китай и Индия – это в 20 раз больше, ну, не в 20 раз, в 15 раз больше, чем Российская Федерация. И совместная торговля внутри этого самого ШОСа между всеми членами СОС это 19 миллиардов долларов. 19 миллиардов. То есть на там, 3 порядка меньше, чем их потенциальный ВВП. То есть это ни о чем на самом деле. Это пустая, абсолютная пустышка. Но всем приятно. Вот там Генсек туда приехал, там приехало несколько руководителей международных организаций. Вот они, значит, все там, вот Беларусь там 10-м членом встретили, приняли. Там 6 наблюдателей, там Монголия, Турция, там, я не знаю, там еще кто-то там, арабы там какие-то, там Саудовская Аравия, там Египет подключаются. Но это тусовки. Всем приятно потусоваться в хорошем месте, поесть вкусно, там, я не знаю, сделать какую-то пресс-конференцию, сфотографироваться на фоне флагов. Это разговор ни о чем. А то, что, кстати, Беларусь присоединилась к этой организации, здесь есть какие-то угрозы? Нет, угроз никаких нету. Это просто приятно в Беларуси, потому что ее все-таки приняли в какую-то организацию, в личную, потому что Лукашенко, в общем, он же тоже такой же человек, который находится под санкциями всякими. Вот, и если есть какая-то организация, в которой тебя еще куда-то там принимают, почему бы нет? Вот, его приняли, потому что Китай же все-таки с ним имеет какие-то там все-таки программы. Вот, но с другой стороны, посмотрите, вот вы правильно сказали, что вообще Китай собирался, у него было несколько вариантов транспортировки по суше своих грузов в Европу. Потому что для Китая самый главный рынок, вот если брать из всего мира, это европейский рынок прежде всего. Потом американский рынок и потом азиатские рынки вокруг него. С азиатскими рынками все просто, там по морю все можно возить или в соседние страны по суше. А вот с Европой далеко, потому что надо окружным морским путем. Вот, а там хуситы какие-то пускают ракеты теперь на пути к Суэцкому каналу, или вокруг Африки там что-то далеко. И поэтому Китай ищет какие-то иные пути, и одним из путей была, кстати, Российская Федерация. Но Китай подумал и решил, что нет, что-то Россия не является стабильной страной, у нее плохие железные дороги, там заторы, там она не может построить специальную дорогу для Китая, которая будет работать только на китайские товары. Она слишком длинная, это обходной путь. Гораздо прямее путь через Центральную Азию, потому что вот Центральная Азия, потом дальше Турция, и все, и уже Европа. Вот, то есть это гораздо ближе, там, это в 2 раза ближе, чем через Россию, а может быть даже и там, в 2,5 раза. Вот, и все. И Китай, когда принял это решение, то есть, ну ничего Путин там мог сказать. Но Беларусь, как там какой-то участник этого пути где-то там в конце, Китай его рассматривает. Но другое дело, что, посмотрите, там на этой неделе или там на прошлой неделе, значит, Польша и Литва, учитывая то, что Лукашенко творит на их границе, они просто закрыли свои пограничные пункты. И все. И китайские товары, которые были в хабе, которые создали логистические в Беларуси, они все встали, они не могут попасть в Европу, потому что Беларусь находится под санкциями. И поэтому Китай, Беларусь в этом смысле, ну, вступить, пусть она вступает, какие проблемы, но в экономические схемы ее подключать дальше не будут. То есть шелковый путь это будет, значит, Центральная Азия, дальше Турция, дальше Болгария, и все, и дальше Европа. Уже Болгария это уже Европейский Союз. И все, и вперед, и никаких проблем нету.
Сергей Олегович, еще интересно то, как встречали Путина в Казахстане. Да, вот в восточной культуре почести это не только элемент там, внимания, но и определенного статуса гостя. Потому что вот китайского лидера они встречали как верховное божество. Такаев лично приехал встречать Си Цзиньпиня. Там и разные развлечения были, и духовые оркестры, и авиашоу. А вот бункерного деда встретил только премьер, и который, по сути, его просто провел к месту проведения этого саммита. О чем это свидетельствует? Ну, там даже еще хуже было, даже он не к месту саммита, а он провел его к его машине. Там, значит, машина стояла рядом с самолетом, он провел его 30 метров до машины, и дальше Путин поехал уже на своем Аурусе туда, где он должен был жить там и встречаться, и дальше уже встречи в Дворце Большом. Вот. Для Казахстана они сделали очень дипломатично, они сказали, что Си Цзиньпинь едет с государственным визитом. То есть он приехал раньше, и ему устроили совсем другие почести, потому что государственный визит — это высший уровень визита. Вот так же, как Путину, кстати, китайцы устроили государственный визит, и потом, вот, когда он был в КНДР, тоже уровень государственного визита. Вот, и поэтому, естественно, сам Такаев лично приехал в аэропорт. Кстати, во все предыдущие поездки Такаев всегда к Си Цзиньпиню приезжает лично в аэропорт. Вот, а Путина послали премьер-министр. Это ему еще повезло, потому что Алиева там встречал вице-премьер. И еще кого-то там из таких помельче гостей, там монголов, там встречали на уровне вице-премьера, а даже не премьер-министра. Вот. И отмазка была такая, что вот у Си Цзиньпиня был накануне саммита ШОС был государственный визит в Казахстан, и поэтому его встречали на совсем другом дипломатическом уровне. Но чтобы ответить вам, так сказать, что это на самом деле не специально так сделано, вот просто чтобы унизить Путина, Такаев пригласил Путина в ноябре месяце посетить Казахстан с государственным визитом, вот с таким же государственным визитом, как Си Цзиньпиня, но сказал, что, вы знаете, у нас там будет заседание ОДКБ в ноябре месяце, вот давайте мы совместим ваш государственный визит и, значит, ваш приезд на саммит ОДКБ. Вот. И таким образом в следующий раз он приедет его принимать в ноябре, если все это дело состоится, если все доживут, если ничего не изменится кардинально, то в следующий раз приедет Такаев в аэропорт встречать Путина, когда тот приедет с государственным визитом. Ну и, как всегда, журналисты обращают внимание на состояние Путина, как он выглядит, как он говорит, как он там жестикулирует. И вот есть видео, и на том видео как-то Путин, очень совсем неважно выглядит, вроде как поправился. И мы с вами неоднократно говорили в наших эфирах, что у Путина есть там двойники, некоторые могут ездить на разные протокольные мероприятия. А какие гарантии, что вот настоящий Путин, мы помним, генерал СВР говорил, что он умер, в морозильнике лежит, а вот действительно на такие подобные мероприятия приезжает именно двойник? Нет, я не думаю, что это так, потому что, в общем, слишком много народу, и вы знаете, если бы на международном уровне был какой-то двойник, то все разведслужбы были бы об этом абсолютно в курсе. Ну, кстати, Валерий Дмитриевич Соловей и генерал СВР, они говорят, что они все в курсе, им просто пофигу. Вот. И я на самом деле в этом смысле объяснял мою тоже позицию, что президент Российской Федерации — это, с одной стороны, вроде человек какой-то, а с другой стороны, это функция. И вот пока эту функцию президента Российской Федерации признает международное сообщество, даже если все знали, что Путин, допустим, мертвый. Вот представим себе ситуацию, что они правы, Соловей и генерал СВР, и что действительно Путин мертв. И вот если бы такое случилось, и международные страны сказали бы, мы не признаем больше этого человека, который похож на Путина, за главу государства, и, пожалуйста, к нам его не присылайте, вот тогда все бы изменилось. Вот. Но поскольку никто этого не сказал, то разницы никакой нету принципиальной, потому что функция главы государства признается всем международным сообществом абсолютно на 100%. И вот этого упорно не могут понять ни генерал СВР, ни Соловей. Потому что они говорят, они вот тупо, поскольку они же объявили о том, что Путин умер, и они считали, что они, объявив это дело, они создали, кстати, тогда международную сенсацию некоторую, и они считали, что вот все поставит под вопрос легитимность Путина, и так далее. Я вам отвечу очень просто. Вот смотрите, если бы это было правда,
первая страна, которая заинтересована объявить о том, что никакого Путина нету, на его месте стоит двойник, и вообще этот человек абсолютно нелегитимен на посту в руководстве Российской Федерации. С одного раза, сгадайте. Этой страной является Украина. Ну, кстати. Потому что вы... Вашингтон нет? Нет. С одного раза вот самая страна, которой это было бы больше всего выгодно, вот Путин о чем последние 2 месяца говорит? Что президент Зеленский, у него закончился срок, не был... Президент Зеленский нелегитимен, поэтому надо общаться с председателем Верховной Рады, а если не с председателем Верховной Рады, то вообще не с кем общаться. Да? Вот, казалось бы, в ответ на это дело президенту Зеленскому надо было сказать, а вообще Путин умер 26 октября, нет никакого Путина. Нет никакого Путина. Но ведь Украина об этом не говорит. Правильно? А что, у Украины нет хорошей разведки? Вы что, не доверяете Кириллу Буданову? Я, например, считаю, что Кирилл Буданов вполне себе профессиональный человек. Это в военной разведке, у вас там, значит, кто там, Литвиненко, который во главе... И Малюк, значит, во главе СБУ, и Литвиненко во главе СВР вашей, все они, ни один из них не говорит, что этот Путин на самом деле никакой не Путин, а двойник. А вот, казалось бы, для Украины это было бы вот первое. Вот если бы это все работало, то вот 27 октября прошлого года первой бы страной, которая подключилась и сказала бы к тому, что вот больше нет никакого Путина, а значит, не с кем вести войну, значит, надо прекращать войну. Все, эта война была война вот этого Путина, Путин ее развязал. Но в Украине же ни одного государственного человека и ни одного представителя спецслужб, который этот вопрос не поставил серьезно. Тем не менее, кстати, Кирилл Буданов говорит, что у Путина есть двойники. Да, у нас есть подозрения, у нас довольно большие сомнения. Вернее, сомнения в том, что у Путина есть двойники у нас нету. Но это двойники технические. Вот в Мариуполь послать и снять видос о том, что якобы там Путин сидит за рулем автомашины, и, значит, там мимо него проходят 40-тонные фуры, значит, которые могут смять эту машину там в 1 секунду в лепешку, вот, а Путин сидит в этом машине за рулем, в это поверить никто не может. Такие технические двойники у него, безусловно, есть. И чтобы собралось 16 руководителей значимых государств и говорили бы с каким-то двойником, в это поверить никто не может абсолютно. Прежде всего Украина. И Украина ни слова никогда не сказала в подтверждении версии генерала СВР и Валерия Дмитриевича Соловья. А это значит, что на самом деле эта версия нереальна. Если говорить о двойниках, то действительно Буданов говорил, что есть у Путина двойники, есть бункеры, мы даже, возможно, знаем, где они находятся. И, кстати, вот Путин недавно ездил по России, там снова обнимался со всеми россиянами. Я думаю, что, скорее всего, там точно был двойник. Если говорить о них, то кто ими управляет? Это спецслужбы? И если да, то какая именно? Чья это большая специфика? ФСБ, ГРУ? Нет, здесь совсем не то. Это ФСО, и даже не просто ФСО, а служба безопасности президента. То есть это люди, это служба, которая находится, значит, ФСО, это Дмитрий Кочнев, бывший охранник Путина, и Алексей Рубежной, который руководит службой безопасности президента. Это вот тот человек, который садится с ним в аурус, там перед ним в генеральском иногда мундире, а иногда без генеральского мундира. Вот, и Путин охраняет 5000 человек. И, безусловно, если у него есть технические двойники, то они являются офицерами ФСО и офицерами службы безопасности президента. И это именно эта служба. Их охраняет примерно так же, как, кстати, как и Путина, заботится об их безопасности, заботится о секретности их существования, об их проживании, об их снабжении, об их семьях, если у них есть, но я думаю, что у них семей никаких нету, вот, и так далее и тому подобное. То есть, конечно, это исключительно служба безопасности президента, это никакая не ГРУ, это никакая не ФСБ, никакая не СВР, потому что это слишком далеко от Путина. Им занимается вот непосредственно служба, которая занимается его личной безопасностью. Вот Путина все охраняют и занимаются его безопасностью, а вот о безопасности россиян как-то никто не думает. Вот губернатор Белгородчины Гладков, он продолжает насмехаться над местными и не могут обеспечить защиту своих граждан, и он говорит, что вы должны сами о себе позаботиться, но только мы вам дадим огнетушитель. И вот этот раз Гладков сказал, что будут выдавать еще и помпы. Давайте послушаем.
огнетушители раздают, но этого недостаточно. Так дронов много, имущество, дома горят. Что можно сделать для того, чтобы помочь спасти свое имущество? Отвечаю, начиная с понедельника будем раздавать специально разработанные мобильные установки, в которые входят помпа, емкость для воды, шланги для тушения, шланги для подачи воды, шансовый инструмент, спецодежда. Все это на небольших автомобильных тележках. То есть спасатели к вам не приедут, но вы сами себя спасаете. Ну и по поводу огнетушителей, то вот бабе Шуре тоже достался огнетушитель, чтобы она самостоятельно тушила пожар от ракетных или дроновых ударов. И давайте мы посмотрим, как она радовалась такому подарку. Сегодня 30 июня. Нам раздали огнетушители бабе Шуре. 84-й год. Она будет лазить по крыше и бегать по соседям, тушить дома. Но это же действительно издевательство. О чем это говорит? С одной стороны, конечно, издевательство. Это говорит о том, что он чиновник. Он чиновник, что если бы он ничего не делал, ему сказали бы, ты бросил свое население на произвол судьбы. И поэтому он делает так, как это делали при Советском Союзе. Вот им всем раздали огнетушители. Баба Шура, у тебя есть огнетушитель? Все, значит. И если у тебя дом сгорел, то претензии теперь к тебе. Потому что пожарных нету, пожарные все равно не доедут. Россия большая страна, пока там будешь ехать. Вы помните, тут вот когда где-то в подмосковном во Фрязино, да, там горел какой-то завод, там, в общем, выяснилось, что и лестниц-то, в общем, никаких нету, и машин-то пожарных нету. Надо было там откуда-то их гнать с другой стороны Московской области. И поэтому чиновничьи галочку поставили, значит, каждому выдали огнетушитель, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Все, значит, если не получилось, то претензии к самим себе. Мы вам огнетушители выдали, мы вам в эти тележки автомобильные выдали, теперь цепляйте, значит, подключайте к своей собственной воде, заботьтесь об этом делом, у нас на всех пожарных не напасешься. А что будет происходить дальше, если таких ударов будет еще больше? И вот мы видим в Крыму сейчас тоже, там туристический сезон, и сезон хлопков продолжается. Скоро F-16 должны появиться в воздухе. Они как-то к этому готовятся? Они заранее подготовились к этому делу. С Крымом-то гораздо все хуже, да, потому что Крым, так сказать, целенаправленнее бьется, потому что все-таки в Белгороде, по-моему, нет символики в Белгороде. То есть по Белгороду бьется логистика, та, которая наступает, и та, которая снабжает российскую армию с севера. А Крым это все-таки это символика, потому что с этой символики начинался захват украинской территории в 2014 году, и по Крыму украинские войска бьют совсем по-другому, то есть там совсем другая направленность. Видите, они же там же у них какие-то все-таки есть еще люди, которые до сих пор ездят туда отдыхать. Вроде бы там сейчас на треть снизились или там на четверть снизились путевки, но все равно какие-то люди туда все-таки едут еще. Россия большая, дураков много. Талибы являются союзниками России в борьбе с терроризмом, заявил Путин. И по его словам, Российская Федерация получила сигналы от движения о готовности вместе работать на антитеррористическом треке. А чем могут талибы помочь Путину еще больше организовать терактов в России? Это немножко парадоксально, но на самом деле это не совсем не так, как может показаться. Потому что действительно талибы ведут собственную борьбу, потому что у них, например, есть борьба с ИГИЛом. Да, у них есть борьба с иранцами. То есть на самом деле талибы, например, когда первый раз приходили к власти в Афганистане, они боролись с наркотрафиком и с производством опия и героина. И в первое свое правление они практически даже добились огромных успехов, то есть они практически прекратили производство опия в Афганистане. То есть в этом смысле у них есть какая-то... они это делают со своих собственных позиций. То есть они, с одной стороны, вроде борются с наркотрафиком, потому что по идеологическим мотивам, то есть они говорят, что наркотрафик это не соответствует Корану, не соответствует их видению ислама и так
далее. Вот. Но при этом они, значит, всю страну загоняют в паранжу, всю страну загоняют там, в какие-то в шариат там, и так далее. То есть только в этом смысле сотрудничество Российской Федерации с талибами может иметь какую-то действительно цель по принципу «враг твоего врага, моего врага мой друг». И вот если и талибы, и Российская Федерация борются с ИГИЛом где-то, то, в принципе, они могут найти взаимопонимание, потому что для ИГИЛа талибы являются тоже врагами. Сергей Олегович, огромное спасибо вам за этот разговор, за то, что вы нашли время для эфира. Я желаю вам хорошего и спокойного дня. И напомню, что Сергей Жирнов был с нами на связи. Вы, друзья, поставьте свой лайк, напишите обязательно комментарий, поддержите наш стрим, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Всем спасибо за внимание, желаю хороших новостей и берегите себя. До встречи. Спасибо.